Здравствуйте, граждане стендовые моделисты, начинающие, продвинутые и профессионалы. В этом видео будем растягивать проволоку. Медную. Именно медную, хочу подчеркнуть. Для того, чтобы ее сделать тоньше. Такая потребность иногда бывает. Рассмотрим инструмент, какой понадобится. Итак, плоскогубцы. Важный момент. Вот таких два экземпляра. Плоскогубцы не должны, губки плоскогубцев, да, не должны иметь насечек. Вот такие гладкие должны быть. Во втором экземпляре насечка присутствует, как вы видите, но есть небольшой участочек гладкий. Вот он. Вот этого вот расстояния нам вполне хватит для того, чтобы нормально работать. Следующий у нас важный инструмент – это газовая горелка. И, конечно же, зажигалка к этой горелке, но чтобы ее можно было поджечь, как вы понимаете. Далее. Штангенциркуль собственной персоной для, как вы догадались, замера диаметра. Пинцеты. Обратный, вот такой, как прищепка он работает. Но уже такой, сказать, знаменитый черный пинцет специального назначения. Он имеет поверхность такую, покрытие, вернее, которое не боится кислотно-щелочных растворов. Такой вот красавчик у нас есть. Ну и обыкновенный, стандартный. Тоже очень даже понадобится. Две плиты стальные. Вот такие. Будут нужны обязательно. Отбеливающий раствор. Это серная кислота плюс вода в соотношении 50 на 50 процентов имеется в виду. Ну и вода, без которой, как говорится, никуда. Все, инструмента немного, поэтому давайте сразу и приступим к действию. Необходимо сказать несколько слов о таком процессе, как то волочение. Для этого процесса существует вот такой инструмент. Называется плита фильерная. Вот в металл запрессовывается другой металл, а именно фильеры. Вот они чуть темнее. Они изготовлены из более твердого металла. Это победит. Есть отверстия разного диаметра. Берется проволока. Обратная сторона, затачивается под конус, плита зажимается в тиски, отжигается материал и продевается с тыльной стороны, вот, например, в эту фильеру. С этой стороны появляется кончик. За кончик прихватывается плоскогубцами и начинается протягивание проволоки через фильеру. Этот процесс и называется волочение. Таким образом можно сделать проволоку тоньше. Тоньше, 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 тоньше и аж вот до последнего значения. Есть одна проблема. А заключается она в том, что даже самая недорогая фильерная плита в данном случае, стоит очень дорого. И далеко не каждый моделист захочет тратить деньги на такое дорогостоящее удовольствие. Мало того, ну сколько они раз пользоваться будут? Ну, раз в 3 месяца, раз в полгода. То есть дорогое удовольствие лежит и редко используется. Как же сделать проволоку тоньше без этого ювелирного инструмента? Он потому и дорогой. В некоторых случаях можно прибегнуть к простому инструменту. Итак, у нас есть медная проволока, вот она перед вами, диаметром 0,6 миллиметра. Но мы же моделисты, люди занудные, нам же нужно копию сделать. И, например, поручни для бронетехники. Вы знаете, реальный их диаметр поделили на 35, а там 0,58 миллиметра. Да? Надо же сделать, надо. Или, например, вы изготавливаете антенну какую-нибудь. И вот у вас одна секция, вы взяли иглу от шприца, и во внутренний диаметр иглы от шприца 0,6 мм вам необходимо поместить следующую секцию, то есть вставить ее. Но 0,6
в 0,6 же не войдет. Значит, вторая секция, которую нужно вставить в иглу, во внутренний диаметр от иглы, от шприца, должна быть 0,59-0,58. Давайте попробуем сделать из 0,6 0,58-0,56 мм. Итак, у нас есть пинцет. Зажимаем. Необходимо осуществить отжиг. Про отжиг, отбеливание и про наготовывание есть видео. Вы можете отдельно его посмотреть. Ссылочку оставлю в описании. И, конечно же, подсказка должна появиться. Итак, начинаем отжигать. Ну, чтобы проволока стала мягче. Нам это нужно сейчас. Необходимо перехватить, осторожно, и доотжечь, потому что там, где губки были, естественно, отжиг не произошел полноценно, скажем так. Вот. Осторожно нужно, чтобы не обжечься. Все-таки открытое пламя есть открытое пламя. Есть. Положим. Возьмем одни плоскогубцы и вторые. Аккуратно прихватим одну сторону. Ага, сюда нужно, да? Хорошо. И другими плоскогубцами прихватим. Ну, давай, прихватывайся. Вторую. Что ж ты не хочешь-то? Ну, давай, прихватим так. Есть. Прижать нужно хорошо. Что мы делаем? Начинаем просто растягивать. Но аккуратно, осторожно. Поехали. Это выскочило из плоскогубцев проволока. Кстати, необходимо длину проволоки с запасом отрезать. На 1/3 должна быть больше. Потихоньку, главное не порвать. Вы можете видеть, что окалина была сплошная, а теперь стали появляться проблески меди. То есть заготовка наша немножко растянулась. Это хорошо. Соответственно, она стала немножечко тоньше. Дальше необходимо осуществить отбеливание. Это раствор, как уже говорилось. Серная кислота плюс вода в соотношении 50/50. Наш знаменитый пинцет, который не боится всякой химии активной. Так, не падай. И отправляем туда нашу заготовку. Одна сторона. Так, воду сюда, конечно. Одна сторона отбелилась. А с перехватим таким вот образом. Оп, туда. Ну, пинцет нужно мыть, несмотря на то, что он такой у нас специализированный. Все равно промывать необходимо. Так, отбеливание есть. Хорошо. После растягивания получилось так, что проволока наша уже потеряла свою гладкую поверхность. Поэтому ее необходимо выкатать. 2 плиты стальные. Нужно положить вот таким образом. Тут есть приплюснутые части. Попробуем их тоже выкатать, но получится, не получится, посмотрим. И вот так вот, приложив силу, такую приличную, начинаем выкатывать, чтобы получить все-таки приличную поверхность. Хотя в некоторых случаях вот эти раковины, которые образуются на поверхности, они могут остаться. Все зависит от задачи, которую вы решаете. Итак, ага, даже приплюснутая часть тоже выкатывается. Это хорошо. Это хорошо. Так. Продолжаем. Ну, получается такой домашний прокатный стан. Импровизированный. Так, теперь посмотрим, что вернем. Давайте так.
Посмотрим, что получилось. А имеется в виду, нужно осуществить замер. Итак, у нас получается 0, ну, почти что 59. То есть чуть-чуть проволока стала тоньше. Но этого мало. Необходимо просто повторить процесс. Как говорится, все сначала. Опять отжиг. Ну, зажигайся. Хорошо. Сюда поджимаем. И сюда прихватываем. Так. Начинаем растягивать, но аккуратно. О, идет потихоньку, потихоньку. Опа, все, хватит. И из воды обратно подбеливающий раствор. Промыть. Хорошо. Так. Продолжим. Приложиться нужно, так это, я вам скажу, уверенно, да, ну без фанатизма, конечно, но уверенно. Осуществим замер. Что у нас получилось? А получилось у нас 0,58. Вот чуть-чуть до 58 не хватает. Чуть-чуть. Вот чуть-чуть. Это говорит о том, что нужно правильно повторить процедуру. Чем мы сейчас и займемся. Прихватываем плоскогубцами. Стараемся не порвать. Аккуратно. Поехали. И хватит, да? Все, вот не идет. И сейчас потянуть точно лопнет. Кстати, с водой мне понравилось больше. Поэтому мы так вот раз сюда. О, и будет замечательно. Обратите внимание, как удлинилась проволока, да? Так, вроде есть. У нас получается, да, 0,50, даже 7 сотых. Ну, немножко тоньше. Ну, 1/100 на 1/100 тоньше. Я думаю, зритель меня простит, да? Ну, чуть перестарался. 1,57 здесь есть. Вот таким вот образом, по сути дела несложным, можно сделать проволоку тоньше. Не намного, но все-таки тоньше. То есть за 3 вот таких захода отжиг растянули, отжиг растянули, отжиг растянули, получили практически нужный нам размер. Соберем финальный натюрморт. Давайте. Чего уж там. Итак, наши две стальные плиты. Так, мы их немножко раздвинем, да? Так, чтобы было видно. Наша газовая горелка. Без нее никуда, как вы понимаете. Так вот, чтобы было симпатично. Здесь у нас одни плоскогубцы. Тут у нас что будет? А давайте здесь другие. Да? Хорошо. Так, пинцет один. Пинцет. Давайте положим сверху. О, вот так.
второй, пинцет третий куда-нибудь сюда, да? Видно его? Ну, хорошо. Пинцет третий. Зажигалочка, ну куда ж без нее? Ну, давайте сюда просто вот. О. Штангенциркуль. Ну, пусть так ляжет. Видно его? Хорошо. Отбеливающий раствор и вода. Появилась? Хорошо. В общей сложности технология показана. Ключевые моменты обозначены. Вот такая проволочка у нас замечательная получилась. Заходите на канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это же несложно, в общем-то, подписаться особенно. Ну и спасибо вам за внимание. И до новых встреч.